Всем привет! Вот и вышло обновление Star Citizen 4.7, в котором разработчик продолжил расширять систему Nix. В систему были добавлены новые локации под названием QV Breaker Station, в простонародье Rock Cracker. В этом видео разберем, как полностью пройти миссию на этой станции. Всего было добавлено несколько десятков станций, однако на карте системы они не видны. Получить квантовую метку на станцию можно только приняв контракт QV Breaker Station Mining Rights в категории Ship Mining. Чтобы принять контракт, нужно обязательно находиться в Nix. Для получения миссии вам также потребуется репутация 3-го уровня у фракции Shubin Interstellar. Миссия рассчитана на 4-6 человек, однако при желании ее можно пройти и в одиночку. Существует два типа контрактов. Shared – дешевый по стоимости контракт, выдающий игроку квантовую метку на одну из станций. Загвоздка в том, что данный контракт могут принять и другие игроки, с которыми вам придется побороться за ресурсы станции. Эксклюзив – значительно более дорогой контракт, выдающий игроку эксклюзивные права на станцию. Исключает случайное попадание других игроков по миссии на вашу станцию. Позже появится третий тип – миссии на станциях без астероида, без активации и добычи ресурсов. Перед вылетом вам необходимо подготовиться. Возьмите с собой несколько фьюзов, Pyro RYT Multitool с добывающей насадкой, с сальважной насадкой и канистрой с сальважным материалом, а также Max Lift Tractor Beam или тракторную насадку на мультитул. Наденьте тяжелую броню и запаситесь патронами. На станции много больших скоплений враждебных ботов. Итак, вы взяли контракт и прилетели на станцию. Первым делом вам необходимо запустить реактор станции, дабы запитать основные системы и добывающий лазер. Для этого вам необходимо 4 стартовых фьюза, которые разбросаны по всей локации в паукообразных добывающих роботах. От входа в станцию вам необходимо пройти до лифта, ведущего к реактору. Зачистив там ботов и пройдя немного вперед, вы обнаружите 4 посадочных гнезда под стартовые фьюзы. Если у вас есть Max Lift, уже сейчас вы сможете получить первый фьюз. Зачистите ботов на уровнях ниже и достаньте фьюз, как показано на видео. Мы не будем показывать остальные фьюзы, дабы оставить вам возможность изучить станцию и найти их самостоятельно. Пока бродите по станции, заглядывайте в шахтерские тоннели. Там можно найти руду Садарикс. Она понадобится позже, нужно 12 штук. С одной жилы падает ровно 2 куска. Обратите внимание на хрупкие стены, их можно разрушить добывающей насадкой. Как правило, за ними скрыто несколько дополнительных жил. Еще в тоннелях могут встретиться ледяные волокары, держитесь настороже. После того, как вы получили все стартовые фьюзы, вставьте их в гнезда и нажмите на рычаг, чтобы запустить реактор. Как только вы запустите реактор, из лифтов выйдут новые волны ботов. Full system restoration complete. Breaker station is now ready to commence operations. Attention. Engineering report to Operations Center for full system restoration. Разобравшись с ботами, направляйтесь к выходу из станции. На посадочных площадках вы увидите панель для вызова транзитного лифта, который будет перевозить вас по основному кольцу станции. Дождавшись лифта, отправляйтесь на этаж Operations. Разобравшись с ботами и зайдя в основную комнату, вы увидите панель с кнопкой запуска основных систем станции. Нажав на нее, станция будет полностью запитана. На этой же панели включится экран с 4-значным кодом и обозначением буквы рефракторного узла, к которому относится этот код. Сохраните его, он потребуется нам в будущем. После активации станции направляйтесь обратно на этаж Service Entrance, в реакторную.
Оттуда идите по пути, как указано на видео, чтобы найти еще одну панель с кодом для рефракторного узла. Далее вернитесь к транзитному лифту и направляйтесь на этаж добывающего лазера. Зачистите ботов и найдите два промышленных фабрикатора. Данные фабрикаторы производят линзы, которые нужны для фокусировки лазера. Каждая линза требует 4 куска Содарикса для производства. Вам потребуется 3 линзы, то есть 12 кусков. Создав линзы, перенесите их тракторным лучом к каналу лазера и вставьте в соответствующие гнезда. Далее вам нужно 4 катализатора лазера. Чтобы их получить, вам нужно найти монорельс и отправиться в хранилище. Будьте осторожны, по пути монорельса вам будут встречаться боты. Приехав в хранилище, вызовите вторую вагонетку, она понадобится позже. Зачистите ботов на складе и поднимитесь в застекленное помещение. Пройдите к панели управления и разблокируйте замки на стеллаже с катализаторами. На этой же панели вы найдете третий код для рефракторного узла. Также на столе будет лежать карточка, открывающая доступ в заблокированное хранилище на этом же складе. Там можно найти оружие, броню и другие полезные ресурсы. Заберите 4 катализатора и погрузите их в вагонетки, по 2 на каждую. Отправляйтесь обратно к лазеру. Приехав на место, вызовите вторую вагонетку и вставьте все 4 катализатора в слоты на лазере. После установки всех катализаторов направляйтесь обратно к транзитному лифту. На транзитном лифте выберите один из рефракторных узлов. Приехав на место, поднимитесь по лестнице и введите один из 3 кодов, которые мы сохраняли ранее, соответствующий этому узлу. Аналогичным способом запустите остальные узлы. Теперь лазер готов к активации. Вернитесь к лазеру и нажмите кнопку активации на панели управления. Laser fire initiated. Warning. Ensure all personnel are clear of the beam's path.
После активации лазер проделает несколько входов в астероид. Проходы внутри астероида довольно большие, поэтому там без труда пройдет Аргамол или Проспектор. На этом миссия завершена. Что думаете о новой миссии и обновлении в целом? Пишите в комментариях, с удовольствием отвечу каждому. Играете в одиночку и хотите найти компанию? Заходите в наш Discord сервер и вступайте в Turbo Corp. У нас всегда дружная атмосфера и люди онлайн. Будем рады видеть вас в наших рядах. Ссылки в описании. Спасибо, что смотрите, и до новых встреч!